Принято считать, что Япония — это самураи, вишневые сады и сверхтехнологичный Токио. Тогда объясните, почему у берегов острова Йонагуни на глубине 15 метров лежит каменная структура с идеальными 90-градусными углами, а правительство отказывается признавать ее рукотворной? Как под Осакой лежит крупнейший курган планеты, который по закону запрещено вскрывать больше 100 лет? Как остров в Японском море закрыт для женщин 17 веков, а мужчинам разрешено ступать туда лишь один день в году, полностью обнаженными, без права унести даже камень? Сегодня 6 мест Японии, которые страна одновременно бережет и прячет. И к концу останется один вопрос. Чего они боятся? Япония не только неон и дисциплина. Это цивилизация, которая законом запрещает трогать собственное прошлое. Не потому, что эти места не нашли, потому что нашли и решили не трогать. Каждое из 6 мест нарушает хотя бы одно правило официальной истории. Все они существуют официально, на картах, в списках ЮНЕСКО, но между «существует» и «объяснено» пропасть. Ни один из фактов сегодня не выдуман, только официально подтвержденные записи, реестры и музейные каталоги Японии. Самое поразительное — в конце. Мы не будем повторять расхожие легенды об НЛО или Атлантиде, только официально задокументированные находки, реальные исследования и нерешенные вопросы, которые сама японская наука пока не закрыла. Начнем с юга, острова Йонагуни, крайняя западная точка Японии, ближе к Тайваню, чем к Токио. В 1986-м дайвер Кихачиро Аратаке искал место для наблюдения за акулами и наткнулся на нечто иное. На глубине до 27 метров лежит массив песчаника с прямыми гранями, ступенями и углами почти строго в 90 градусов. Длина структуры около 150 метров. Геолог Масааки Кимура из университета Рюкю больше 20 лет утверждает: перед нами рукотворный комплекс, ушедший под воду 10 тысяч лет назад, вдвое старше пирамид Гизы. Но большинство геологов, включая Роберта Шока, называют это естественным раскалыванием песчаника вдоль природных трещин. Шок в 2007-м лично погрузился к структуре и нашел следы биоэрозии, типичные для природного камня. Спор длится больше 30 лет. Сам остров находится в зоне сильных подводных течений, что делает регулярные исследования дорогими и редкими. За 40 лет ни одна крупная государственная экспедиция так и не была профинансирована. Официального охранного статуса у Йонагуни нет ни от Японии, ни от ЮНЕСКО. Раскопок под водой никто не проводил. Природа или древнейшее сооружение человечества? Ответа нет, потому что вопрос никто официально не задавал. Городские власти острова используют объект в туристических буклетах для дайверов как подводные руины, но избегают официальных заявлений о его происхождении, оставляя вопрос открытым уже почти 40 лет. Дальше на север, префектура Акита, город Кадзума. В 1931-м при строительстве дороги нашли камни, уложенные кругами. Сегодня это каменные круги Ою, комплексы Манза и Нонакадо, диаметром около 45 метров, возрастом 3-4 тысячи лет. Эпоха Дзёмон, когда письменности еще не было. В центре круга Нонакадо стоит камень, который в день летнего солнцестояния отбрасывает тень точно на соседний камень-указатель. Значит, кто-то наблюдал за Солнцем десятилетиями, прежде чем поставить камни точно. Камни для кругов доставляли с реки в 7 километрах, без колеса и тягловых животных. Расположение двух комплексов тоже указывает на точку заката в солнцестоянии. Рядом обнаружили третий, менее сохранившийся комплекс, который так и не раскопали полностью из-за нехватки финансирования. Официальная версия — ритуальное кладбище, но большая часть кругов могил не содержит. В 2021-м круги включили в список ЮНЕСКО, но объяснение это не добавило. Народ Дзёмон не оставил ни строчки текста. Календарь, кладбище или обсерватория — выбирайте сами. 3 независимых слоя привязки к Солнцу в одном комплексе — редкость даже для куда более поздних культур, обладавших письменностью и развитой астрономией. Еще севернее, префектура Аомори, поселение Санная Маруяма. Раскопки с 1992 вскрыли деревню, существовавшую 1500 лет, с 6000 по 4200 год до нашей эры. Здесь жило до нескольких тысяч человек одновременно. Стоит шестиколонная башня высотой около 14 метров из стволов каштана.
Проблема в том, что стандартная модель требует земледелия для постоянных поселений. Керамика со стоянки Адай-Ямамото датирована 16,5 тысячами лет, древнейшая на Земле, старше месопотамской. Найдены обсидиан с Хоккайдо, нефрит из Ниигаты. Поселение было узлом обмена задолго до земледелия и письменности. Найдены и остатки одежды из растительных волокон, редчайшая органика, сохранившаяся благодаря особому составу местной почвы. Получается, керамика и постоянные поселения возникли не там, где принято думать, а у охотников-собирателей японских островов, которым по всем правилам это было не нужно. Раскопки продолжаются с перерывами уже более 30 лет, и с каждым сезоном список находок только растет. Из той же эпохи Дзёмон фигурки догу, глиняные статуэтки высотой от нескольких сантиметров до полуметра. Самые известные — со стоянки Камигаока в Аоморе, с огромными выпуклыми глазами, прозванные Шакоки-догу за сходство с очками инуитов. Найдено более 15 тысяч фигурок, но целых среди них меньше 1%. Подавляющее большинство разбито намеренно, еще в древности. Части разбрасывали по разным местам поселения. Археолог Дзюнка Хабу из Беркли отмечает, разброс частей выглядит как ритуал, объединявший сразу несколько семей. Одна версия — фигурки представляли болезнь, которую разбивали, чтобы забрать ее из тела. Другая — это духи или предки, которых символически отпускали, разделив на части. Химический анализ показал, глину для некоторых фигурок доставляли за десятки километров, хотя рядом была своя, возможно, само сырье имело ритуальное значение. Ученые не могут договориться даже в главном. Догу, божества плодородия, шаманские инструменты или нечто третье. 15 тысяч фигурок, тысячи лет ритуала и ни одного письменного свидетельства о том, зачем их разбивали. Профессиональные археологи по-прежнему спорят, был ли ритуал индивидуальным актом исцеления или частью более крупного общинного обряда. Теперь на юг, в Осаку, город Сакай. Здесь лежит курган Дайсем, крупнейшее погребальное сооружение планеты по площади основания, больше пирамид Хеопса и Хефрена вместе взятых. Форма — замочная скважина, длина около 486 метров, окружен 3 рвами. Традиционно приписывают императору Минтоку, правившему в IV-V веке. Но курганом управляет агентство императорского двора Кунайтё, и по закону курганы императорской линии закрыты для раскопок из уважения к предкам династии, ведущей род от богини солнца Аматерасу. Без раскопок невозможно проверить, действительно ли курган принадлежит Минтоку, а значит подтвердить хронологию ранних императоров, основанную на мифах VIII века. В 2018-м агентство впервые за полвека допустило ограниченное обследование, без вскрытия захоронения. Лидарная съемка 2016 года показала внутренние структуры, не соотнесенные ни с одной известной традицией. Агентство традиционно отвечает, вопрос статуса захоронений не научный, а вопрос уважения к живой императорской семье. Что лежит в центре крупнейшей гробницы мира, науке неизвестно. Не потому, что нельзя попасть, а потому, что запрещено законом. Для сравнения, гробницы египетских фараонов давно открыты и изучены, а крупнейшая императорская усыпальница Японии остается практически нетронутой книгой 1,5 века спустя после появления современной археологии в стране. И последняя остановка. Остров Окиносима в Японском море, часть святилища Мунаката-Тайся. Его называют остров, где живут боги. Женщинам ступать на остров запрещено минимум 17 столетий. Этот запрет действует и сегодня. Мужчинам разрешено подниматься лишь один день в году, 10 мая, после ритуального очищения, обнажения и омовения в море. Действует правило: ничто, ни камень, ни ветка не может покинуть остров. Паломникам запрещено даже рассказывать о том, что там происходит. Раскопки с 1954 по 1971 год обнаружили около 80 тысяч ритуальных предметов. Бронзовые зеркала, золотые кольца, стеклянные бусины из сасанидской Персии за 10 тысяч километров от острова. Остров прозвали Сёсоин-моря по названию императорской сокровищницы в Наре. Персидское стекло означает, что торговые пути связывали Японию с Ближним Востоком на 1000 лет раньше, чем принято считать. До 2017 года женщинам будто бы запрещалось даже смотреть на остров с проходящих судов, хотя письменного подтверждения этому правилу нет.
Ни один из 80 тысяч предметов не покинул Японию. В 2017-м остров включили в список ЮНЕСКО, но туристам попасть туда так и не разрешили. Сегодня там живет только один синтоистский жрец. Бог, сокровище или просто очень старая привычка молчать. Единственным исключением стал короткий период перед подачей заявки в ЮНЕСКО, когда исследователям позволили сделать фотофиксацию хранилища находок для документов заявки, а затем доступ снова закрыли. 6 мест, одна страна, 6 способов сказать одно и то же. Не трогайте. Плита под водой у Йонагуни, круги Ою, обращенные к Солнцу, деревня Санная Маруяма, старше самого понятия цивилизация, разбитые фигурки Догу, курган императора, закрытый законом, и остров, куда нельзя приносить даже камень. Ни один из этих объектов не засекречен колючей проволокой, запрет всегда выглядит мягко. Закон об уважении к предкам, туристический буклет без лишних теорий, священная традиция. Именно поэтому это работает лучше любого настоящего секрета. Самое тревожное не сами тайны, а то, с какой легкостью общество соглашается их не замечать. История — это не то, что случилось, это то, что решили разрешить изучать. Какое из 6 мест удивило вас больше всего? Напишите в комментариях. Если ролик заставил усомниться хотя бы в одной строчке учебника, ставьте лайк. Подписывайтесь, впереди еще много стран.